Следующий предмет по концепту разберем вот такой вот эко-камин напольный. Найти такую модель в моделях пока не получилось. То есть никто ее до этого не моделил, и нам придется ее повторить. Несмотря на кажущуюся сложность, модель довольно простая, займет меньше времени, чем предыдущие видео. Давайте начнем. И начнем, скорее всего, опять с анализа формы. То есть это у нас сфера с обрезанным передним участком и вырезана вот такая вот форма. Помимо этого она немного под наклоном. Внутри у нас есть, собственно, сам очаг. И здесь ножка. Все это имеет цилиндрические, сферические формы. Поэтому первая мысль была начать с, собственно, сферы. Но у сферы есть один такой недостаток. Это как вот такие конические полюса. То есть когда все наши грани сходятся в одну точку. И нам придется чуть-чуть сложнее работать с таким объектом. Поэтому давайте сделаем, как бы это смешно ни звучало, сферу самостоятельно. Возьмем бокс, выставим ему параметры равносторонние. Сразу помещу его в центр координат, чтобы нам было удобно работать с симметрией. Добавлю на него по одному сегменту. Далее захожу в модификаторы. Мне необходим модификатор Spherify. То есть цель его работы — это сделать из любой нашей формы сферу. Вот таким образом. После этого накидываю модификатор сглаживания и накидываю модификатор Spherify еще раз. После этого конвертирую в editable поле. Следующий мой шаг — поместить центр вращения по центру самого объекта. Нажимаю Center to Object и копирую его как независимую копию несколько раз. Далее выделяю одну сферу и мой референс. Накладываю на сферу модификатор Slice для того, чтобы обрезать. Если мы зайдем внутрь модификатора, у нас есть Slice Plane, то есть перемещая его, мы можем управлять, где нам необходимо обрезать. И есть параметры. То есть сейчас стоит Refine Mesh, то есть мы просто делаем Connect, прокладываем еще одну линию на объекте. Есть Split Mesh, то есть он разрежет наш mesh на два подобъекта. И есть два параметра, как Remove Top, он удаляет у нас верх, и Remove Bottom, он удаляет у нас низ. Давайте оставим Remove Top. Повернем на 90 градусов. И срежем примерно как на референсе. Вот таким вот образом. Конвертирую в редактируемый полигон. Дальнейший наш шаг — это
вырезать здесь отверстие. Давайте посмотрим, как оно выглядит. То есть небольшой радиус, потом радиальное скругление здесь и абсолютно симметрично снизу. Давайте сделаем линию для подсказки. Делаем небольшой радиус и скругление. Подредактирую форму. Думаю, вот таким образом у нас получится в самый раз. Оп. Выхожу из редактирования линии, помещаю так, чтобы я мог его видеть. Инструментом Cut начинаю нарезать нашу геометрию. Теперь вот эти точки необходимо нам соединить, чтобы получить два четырехугольных треугольника. Это будет у нас правильная топология, которая задаст нам правильный edge flow, polygon flow, то есть направление полигонов. Вспомогательный объект можно удалить. Теперь делаем симметрию. И удаляем внутренние полигоны. Перед тем, как их удалить, давайте сделаем небольшой inset. Для того, чтобы у нас здесь была острая кромка. Но мы сразу видим такой момент, что inset у нас также применяется и в этой части. А он нам здесь сейчас не нужен. Поэтому я беру вот эти два полигона, временно вытягиваю их в новую грань. Теперь нажимаю Inset, и эта грань у нас не тронута, а их удаляю. Также удаляю внутреннее заполнение на вот этой кромке. Добавляю еще одну грань, чтобы получить здесь острый угол. В принципе, основная форма у нас готова. Давайте посмотрим на нее после сглаживания. И сейчас можно заметить, что объект у нас не совсем правильной формы. То есть, если я скопирую эту же форму на 180, давайте накинем пару итераций, мы видим, что вот здесь у нас не совсем совпадает. Очень небольшое значение, но оно нам все равно дает, точнее, убирает у нас ощущение сферичности. Поэтому мы помним про созданные ранее копии. Берем одну из этих копий. Берем сам наш элемент. Нажимаю Isolate Selected. На наш объект применяем модификатор сглаживания с одной итерацией, чтобы получить более плотную сетку. Конвертирую это все в Editable поле. Теперь захожу во вкладку Ribbon, панель Freeform. В выпадающем списке меняю выравнивать относительно сетки
на выравнивать относительно объекта. У меня становится активна кнопка Pick, то есть выбор объекта. Выбираю нашу цельную сферу. И дальше инструментом Conform начинаю приглаживать наш объект по поверхности сферы. Мы видим, как меняется форма. Так, я тщательно проработал одну сторону, вторую оставим для симметрии. Давайте сразу ее накинем. Следующее действие: мы накидываем модификатор Shell. Также добавляю один сегмент на грани. И основной наш элемент можно считать готовым. Что требуется дальше? Повернуть его на небольшой градус. Теперь давайте займемся подставкой. Я выделяю нижние полигоны. Давайте еще выделим вот эти. Также уберем выделение с внутренних. Делаю Inset. Применяю Regulize. Небольшой Inset еще один раз. Эти полигоны можно удалить. Переходим в режим грани или бордера. Вытягиваем вниз по оси Z. Выравниваем. Смотрим на наш референс. Сколько нам необходимо отступить от низа. Далее вытягиваю саму подставку. То есть видим, что подставка немного не доходит до края. Примерно вот таким образом. Добавляю ей небольшую толщину и завожу внутрь. Теперь для адекватного сглаживания добавляю грани. Также одну сюда, чтобы получить здесь небольшую фаску. Следующий наш объект — это, собственно, сама наша топка. Давайте применим Subdivide на объект. Отключу галочку IsAlign, чтобы видеть вспомогательные грани. Также применю Slice. Уберу топ, нажав Remove Top. Так, видим, сколько нам нужно оставить. Теперь конвертирую все это в Edit поле. Сейчас видим, что я немного вылез. Давайте уменьшим Scale. Лучше это сделать так. Выбираю Scale по всем осям одновременно. У меня две оси становятся неактивными. Теперь я через одну управляю всеми тремя осями.
уменьшаю немного Scale. Теперь выбираю Border. Через Shift вытягиваю новые полигоны. Также через Shift дополняю, отступаю, исходя из нашего референса. Здесь добавляю еще одну грань вспомогательную для сглаживания. Теперь мне нужно простроить внутреннюю часть. Выделяю луп этих полигонов, то есть я нажимаю на один, зажимаю Shift, и наводя на соседний, у меня подсвечивается луп, нажимаю один раз и выделяется вся цепочка. Копирую в новый объект, перехожу в этот объект, беру Border, простраиваю таким образом. Можем видеть, что у нас здесь внутри есть плоский вырез для, собственно, самого огня. Давайте сделаем Isolate этого объекта. Перейдем на грани, режим Top. Сниму выделение с двух центральных. Нажимаю Bridge, тем самым соединяя вот эти грани с этими. По центру делаю Connect. Через Target Weld склеиваю. Так, сейчас мы видим, что у меня флипнуты нормали. Нажимаю Flip. Захожу в инструмент Cut. И прорезаю. Дополнительные грани. Теперь беру вот эти полигоны. Делаю небольшой инсет. Также вот эту грань пододвигаю ближе к центру. Еще раз беру полигоны. Небольшой инсет для фаски. Теперь экструд. Экструд в минус. Небольшое значение также, чтобы поддержать фаску. Нажимаю Apply и завожу дальше вглубь. Эти полигоны нам больше не нужны. Удаляем и применяем симметрию. Теперь опускаем на свое место. Поворачиваем на 90. На этом наш объект готов. Давайте посмотрим, как это выглядит со сглаживанием. И получаем вот такую вот сетку, такой объект. Здесь потом через Plane и дополнительный источник создадим огонь. Настроим материалы. И, в принципе, можем залить эту модель на сток. На этом всем пока.